настал понедельник. Мы с папочкой отправились за Ульяной, за доченькой. Она уже с утра ждет. Она вчера вечером говорила: мама, каждый кусочек моего тела ликует, что я еду домой. В ее палате уже все новенькие. Одна она осталась. Ну, она не так долго лежит. Завтра будет ровно 2 недели, как она лежит. Просто как-то странно ее обследуют, допустим, пятницу, субботу, воскресенье. Ну, пятницу ей вообще ничего не делали. Там тоже были дни, что по 3 дня вообще ничего не делали. Когда ничего не делают, это просто утомительно лежать. Ну, дома все ждут, наводят порядки. Мы перестирали ее постельное белье. Мы ждем. Когда я вчера сказала детям старшим, говорю, завтра Ульяна, чтобы, когда мы придем к ее приходу, чтобы был порядок. Я всегда так детей учу. Владик сказал: мы все знаем, даже говорить об этом не надо. То есть они знают, что когда мы кого-то ждем, то его ждали, то других. Мы делаем всегда идеально, ну, порядок наводим и наготавливаем кушать. Кушать — это мамина задача. Ну, дома чисто. Просто они за целый день без взрослого присмотра наделывают, там, посуду наставляют, еще что-нибудь делают, чтобы к Ульяниному приходу этого ничего не было. Я рада, что дети приучились, когда мы кого-то ждем, чтобы дома был порядок. В нашей семье так было. Я помню, когда мы ждали маму с больницы или еще что-то, папа всегда говорил: наводим дома порядок. То есть у нас в семье точно так же. Мы хотели поехать сначала автобусом. Как бы Ивану легче было бы, все-таки дорога 3 часа. А по финансам, ну, чуть-чуть дороже получалось. Чуть-чуть совсем. Но зато едь в автобусе и отдыхай. Но по обстоятельствам все равно поехали на машине. Сейчас дедушка придет к ним. Там Рома, Никита и Валера. Валера пошел к 1-му уроку, а Рома и Никита, они ко 2-му. Поэтому они там сейчас с Ванькой включили мультики уже. Ванька уже давно не спит, Ванюшка. Ну, вот такие у нас новости. Мы поехали за дочерью. Вот мы и приехали в больницу. Идем, пока нас не задавили. Давай, сойдем с дороги. Идем, пока нас не задавили. Ну. Идем к Ульяне. Сейчас уже пойдем здесь. Сейчас позвоним ей. Она уже и звонилась, а мы что-то приехали и по магазинам лазили. Ну, по магазину. А мы что-то приехали и по магазину по ходили. одному магазину. Ну, такой один магазин. Да его не обойдешь за год. Магазин такой. Смотрели ролики девчонкам. Ну, скажем так, сколько те стоили самые дешевые? 1,5 самые дешевые. 1600. Ну и до 5000 вот так вот стоит примерно. Будем думать. Да? Все. Забрали Ульяну. Идем домой. Теперь добраться до дома надо. Идем, это красиво сказано. Только вышли. Приехали мы домой. Братья уже идут встречать. Прячутся. Соскучились по Ульяне. Теперь прячь. Куда? В туалет? Можно. А мы не привезли ее? Она же королева. Мы
мы привезли Ульяну из больницы и начинаем делать дела. Надо готовить, кушать, надо все делать. Поэтому сегодня надо ужин такой. Сегодня буду готовить. Кто плов это называет, кто гарнир. То есть сначала я обжариваю вермишель до золотистости сейчас. Потом у меня есть вот сейчас рис, он у меня слитый. Я сейчас солью, пока что стекала водичка. Вермишель должна стать золотистой сейчас. Обжаривается хорошо. Сейчас я ее вот сюда поставлю. Сегодня у нас будет салат. Салат с креветками. Форелечка порезана. И вермишелька с рисом. То есть кто плов называет, кто гарнир. Я буду называть это просто гарнир к рыб, к морепродуктам. Морепродуктов у нас будет немного. Креветки и форель. Это ужин, а то он и ужин. Ульяна там ушла с детьми, дети пищали, кричали, что только не делали. Столько счастья было. Булгур прям готовый продается, сразу с вермишелью. Ну, а вот мы рис сейчас сделаем. Я его обжариваю на сливочном маслице. Хорошо, пусть пожарится прям. Ой. Приехали с Иваном сейчас, 15 минут передохнули. Надо вставать, надо делать. Сейчас дети будут все чистить. Сейчас креветка отварится, будут чистить. Яички отварятся, будут чистить. А Рома сейчас кофе будет варить. Сынок, ты начинай кофе варить. Рома, начинай. А что вы делаете? Кушать готовим. У Вани у нас синяк, посмотрите какой. Костя ему вчера локтем нечаянно. Так бывает у детей, нечаянно называется. Смотрите, как вермишелька обжаривается. Я когда была в Ереване, там вообще они вот так обжаривают вермишельку. И вообще они заливают водичкой, такую коричневую вермишельку кушают. Так. Еще что-то. И тоже обжариваю. Сейчас подсохнет, он у меня помытый был. Тоже обжаривать буду. Обжаривается сейчас водички. Ой, запах какой стоит. Сливочным маслицем. Соль разбавила здесь, залью и буду ждать, пока выпарится. Сейчас рис, он должен стать тоже таким прозрачненьким. Смотрите, какой становится рис. Рома уже кофе нам варит. Наша кофеварка так и сломалась. И мы пока с папой живем без кофеварки. Да не только с папой, старшие дети тоже уже пьют кофе. Да. Ну вот обжаривается, такой прозрачненький, смотрите, становится. И вермишелька обжарена, и рис обжаривается. Еще чуть-чуть обжарю сейчас. И все. И буду заливать водичкой на маслице. Такой у нас получится гарнир к салатику и к форельке. Салатик будет с креветками. Я сегодня ночью сварила супчик с гречкой деткам.
А они пообедали, и он прокис. Жарко дома. Да, дома жарко сильно. Так, ну все. Я заливаю водичкой. Так вот. Заливаю. Еще водички. Как обычно, воды должно быть еще даже. Спасибо, сына. Залила водичкой солененькой. Сразу посолила. И теперь поставили, пока водичка не испарится. Посмотрим. Пока у нас готовится гарнир, я поставила воду для креветок и поставила для салата яичко варить. Сама пойду пока попью кофе. Вот так выкипела вся водичка. Я потрогаю рис, попробую вот так. Немножко такой, как будто тверденький, но вкусный. Теперь я выключаю и оставляю, пусть остывает, доходит. Еще раз попробую. Да. То есть все, водичка выкипела, и я выключила. Теперь стоит. Теперь у меня варятся яйца, и я варю креветки. Такие, смотрите, сколько в них икры, но, к сожалению, их надо будет чистить. Сейчас будем чистить. Это для салата. Как-то уже был мукбанг, мы с Иваном вдвоем ели. Я говорила, что детям тоже варить будем. Я 3 штуки почистил. Все, яички варятся. Ух ты. Как вы относитесь? Это форелька. Вы не представляете, сегодня дедушка сидел с детьми, но вчера я ему носила взятку. Это валюта для дедушки. Вот сначала это надо, а потом проси, что хочешь. Так меня тоже прости, что хочешь теперь. Форелька. Мне даже дедушка сегодня по телефону говорил, говори, где рыбу спрятала. Я говорю, да не спрятала, в холодильнике лежит. Специально на сегодня покупала. Форельку порежу. Форелечка мяконькая. Вкусненькая. Василиса, давай еще вот такую одну тарелочку, чтобы не тянулись детки за рыбкой. Такая форелька у нас сегодня. Я, кстати, вот такую купила первый раз. Обычно я покупала целую тушку с хребтом и сама разделывала. А в этот раз купила вот такую. Уж больно она мне понравилась. Хотя с хребтом мне тоже нравится погрызть косточки. Дети хорошо кушают. Маленьким ножичком вот так шкурочку снимаю. Оп. Все. Вот она. Как будто всю жизнь на рыбзаводе отработала. Ой, сегодня мы устали. Сильно дорога выматывает. Очень. Да, что-то ночью не выспались. Да, еще ночью не выспались, так. У меня была надежда, что мы на автобусе поедем. Я такой думаю, да чего в автобусе посплю? Хотели вчера поехать на автобусе. Посредством то же самое. Ну, Иван зато отдыхать будет. Там рядом. Ну, получилось, что поехали все-таки на своей машине. Да, непредвиденные обстоятельства, и все пришлось опять менять. У меня здесь варятся, закипают креветки. И вот пока я резала форельку, мой гарнир подошел. Теперь я его... С крышки капнул кипяток мне на ногу.
Чуть оператора не сожгла. Я думаю, что он пляшет. А я крышку положила, она капает ему на ноги. А он очень горячее не переносит. Да ты моя умница. Мне надо 5 кусков форели срочно. Компенсация. Смотрите, какой красивый гарнир Да, получился. красивый. Смотрите. О, какой. Пусть еще постоит, пока мы салат делаем. Сначала кладут ананас. Ну, а я сначала тру яичко. Мне так понравилось. Сразу на 2 блюда. Чтобы ананас был уже сразу в яичках. Спасибо. Сразу на 2 блюда. Сделаю 2 блюда. У нас и так много что остается. Дети чистят креветки, стоят. Ульяна моет мандаринки на стол. Там пусть доченька постоят, стекут. А Вася с Никиткой чистят креветочки. Так, вот так сразу в 2 блюда буду делать. Делаю тоненькую такую сеточку. Много не надо. И здесь так же. Все. Теперь я буду резать ананас. Это самая вкуснятина. Самая-самая. Прям по 3 штучки беру и режу сразу. Ананас, я думаю, любят все. Раз. Да, я это уже пробовал, я знаю, как это вкусно. Да. Ну, слой-то такой Да, хороший. хороший, это салатик. Смотри, какой хороший слой прям. И туда также сейчас. 2 тарелочки большие у меня. Так, ну последние. Малышам раздам. Угу. По одному вот здесь. Эх, что же я так торопился вырастить-то? Сейчас был бы малыш. Я. Ты малыш? Ну, говорю, поспешил расти. Все мечтал, надо вырасти поскорее. Ой. Был бы маленький, сейчас ананасы бы ел. Ну вот тут тоже конвейер работает, молодцы. Креветки чистят. Целенькие дети, старайтесь, чтобы они... А что, упадет? Она сломается? Сверху тоже сыр, да? А, это яйцо. Сок сверху будет. Яйцо, да? Мама, бабе сломали. Ну ладно. А затем, а Я не расстроюсь, что ее сломали. Ну никого места мало. Такой салатик очень вкусный. Этот салат очень вкусный, подтверждаю. Его можно даже преподносить в некоторых ресторанах как фирменное блюдо. Да, его... И люди будут заказывать и будут Его покупать. люди будут с удовольствием кушать. Да. Потому что он очень вкусный. По идее, еще в каждую креветочку надо положить красную икринку. Горбуши. Ну, мы не заработали на икре. Я постояла, посмотрела, думаю, нет уж, дороговато.
следующий раз. Эх, а было На время. торжественный случай. Было время, да? Да. Было время, банками 3-литровыми все стояло. И главное, я же был в таком возрасте, что не ел это ничего. Не нравилось Не ничего, нравилось вообще. Да. Ну, красную еще изредка, а черную вообще не мог есть. да? Дети почистили мне. Косточки уберу. Соком лимона креветочки сейчас сбрызну. Немножечко. Вот так вот хватит. Перемешаю их. Вот. Пока они чуть-чуть пропитываются, я посолю чуть-чуть. Интересно, как они так Все. И сейчас. Завтра Ульяна не пойдет в больницу. И майонезом вот так сделаю послезавтра. Это был Костя, Смотрите, в какой шубе ананас. Это был Ваня. Теперь сюда. Это был Ваня. Весь сырочек сюда. Ой, сыпется. Быстро мы так ужин. Хоть салат кажется и сложный. Махом все сделали. Сейчас. А я не буду больше жирности добавлять. Вот так. Раз. Два. Три. Итак, дорогие друзья, вот так наш стол накрыт сегодня. Смотрите, очень вкусно все приготовлено. У нас сегодня на ужин рыбка, форелька. У нас сегодня такое необычное блюдо. Это рис с вермишелькой по фирменному, по секретному приготовленный. Ну и, конечно же, наверное, можно сказать, один из фирменных салатов нашей мамы. Это вот этот салатик. Как его делала, вы все увидите, все есть на канале. Вот так сегодня смотрится наш стол. Не могу больше говорить, друзья, потому что сами понимаете, какие тут запахи, ароматы. Так что давайте к нам, присоединяйтесь, будем кушать.